Итак, Екатерина Медичи, представительница знаменитой династии Медичи, властителей Флоренции. Вообще-то они были торговцы, а потом они стали ростовщиками, потом они стали банкирами, потом они стали меценатами. Это на самом деле воистине была великая семья. Но многие говорили, что их происхождение простое, и основная их, то есть их достоинство основное – это деньги всего лишь. И женились, и выходили замуж за них только по финансовым соображениям. Екатерина Медичи была названа «Дитя смерти». Почему так произошло? Вообще рождение этой женщины уже окутано мистикой. После ее рождения в 1519 году ее мать умерла спустя 6 дней после ее родов. А потом умер отец через 2 недели. То есть после рождения этой девочки ее 2 родителя ушли из жизни. И поэтому сказали, что она сама по себе разрушитель. То есть это разрушитель, которая пришла в этот мир. Ее побаивались. Она была некрасива. Она была очень некрасиво мужеподобная женщина с несколькими подбородками уже в молодом возрасте, коротконогая, полная. И, скажем так, никакой симпатии не внушала. Ей приписывали отравление старшего брата, ее мужа Франциска. Ей приписывали отравление Жанны Д'Альбре, королевы Наварской. Потом ее сына, своего сына, то есть Карла IX. Варфоломеевская ночь была организована этой женщиной. Ее прозвали Черной королевой. Но Черной королевой ее прозвали не потому, что она там отравляла, убивала, поскольку в те века это считалось нормой, скажем честно. Это у нас сейчас вызывает ужас, боже мой, как же так возможно и так далее. Тогда нужно было выживать, тогда были другие времена. Тогда женщина, которая опостыла королю, уходила в монастырь навеки вечные, и судьба ее детей была весьма сомнительная и шаткая. Поэтому каждая женщина сражалась как могла за себя и, естественно, за место своих детей под солнцем. Однако итальянка Медичи, которую вслед окрестили купчихой и так далее, после смерти мужа всю жизнь носила по нему траур, целых 30 лет. Говорила своей дочери, писала: «Я так любила его, что я никогда в жизни не сниму свои траурные одеяния». У нее был один мужчина, это ее муж. Она была весьма целомудренна в этом отношении. И до конца своих дней носила черное одеяние. Поэтому ее прозвали Черная королева. Поскольку во Франции в то время цветом скорби считался белый цвет. Вот она привнесла эту моду траура. Носила она с собой маленькую эмблему, сломленное копье. Говорила, что это ее сломленная судьба, и что Генрих Валуа – это ее первая и последняя любовь. Она действительно очень любила. Вообще женщины не очень красивые, они привязываются к одному мужчине, к первому мужчине и последнему в своей жизни, считают его просто божеством и готовы ради него на все. Эта особенность верности и любви в них есть. Это было и в ней. Наверное, Генрих Валуа давно бы развелся с ней и давно бы, скажем так, жил и женился на своей фаворитке Диане, если бы не верность
Екатериной, это вызывало у него некое такое, знаете, трепет и уважение. Настолько эта женщина была ему предана, что он поневоле просто, видимо, мужчинам нравится женщина, которые им поклоняются. Знаете, им не хватает этого поклонения. И хотя Диана была красавица, но все-таки Генрих остался с ней. Ну, говорят, что она не просто так смогла завоевать трон и прочее, прочее. Очень много рассказывать можно про эту женщину. Настолько ли она была набожна, дорогие друзья, как она показывала себя, да? Настолько ли она была яростная католичка? Нет. Известно, что вообще дом Медичи очень любил покровительствовать всяким колдунам, магам, ведьмам, и что хранили какие-то артефакты, талисманы, которые приносили им удачу денежную. Даже было время, когда был такой, знаете, период психоза, искали эти артефакты удачи у Медичи, некоторые зарывали их могилы и прочее, то есть разрывали, извиняюсь, пытались найти этот символ удачливости дома Медичи. То есть они были известны, скажем так, своей склонностью обращаться к магии. Так что вот эта ее набожность на самом деле не что иное, как лицемерие и желание таким образом завоевать сердца французов. Хочу вам сказать, что Нострадамус был ее фаворитом. Они дружили. Нострадамус помог всякими травами, рецептами, заклинаниями забеременеть. Она не могла родить детей. Она, скажем так, ей не удавалось родить ребенка до того момента, пока она не стала дружна с Нострадамусом и родила она за 12 лет 10 детей. Он ей советовал, ну, я как-нибудь это тоже вам подарю, советовал носить на животе оленьи рога, призывать определенных духов и прочее, прочее. Ну, что там случилось или не случилось, но факт в том, что уже больше половины брака прошло, она была уже далеко не молодая женщина и родила 10 детей. Вот и не верю после этого в магию, да? Увлекалась она, господи, и развлекалась, может быть, не знаю, астрономией, астрологией, магией. И у нее была огромная коллекция книг. Поскольку ее соперница Диана пыталась ее скинуть с престола, пыталась занять ее место, и уже король шел к тому, чтобы ее как бы убрать, она подкупала ее приближенных, ее служанок. И те доносили ей, что их королева колдует, что она делает определенные ритуалы, что к ней приходят какие-то сомнительные женщины в каких-то черных одеяниях, приносят ей всякие травы и прочее, и она занимается колдовством. Служанка даже записала эти слова, и Диана сохранила у себя для того, чтобы предъявить королю. Когда она предъявила королю, тот рассмеялся в голос и сказал, что это всего лишь сплетни любящей женщины и ревнивой женщины, то есть ненависть к сопернице. Он не воспринял это всерьез, а зря. Со временем вот эти вот несколько слов заклинания Екатерины Медичи дошли до наших дней. Я нашла когда-то вот эти заклинания Екатерины Медичи, но я не могла это использовать, пока не поняла бы хотя бы, о чем речь. Мне один, скажем так, лингвист, владеющий более древними, уже вымершими языками, сказал, что это древняя латынь, что это очень приблизительно напоминает латынь. И примерный смысл в том, чтобы дьявольский огонь сжигал моих врагов, возвышая меня,
что я обращаюсь к тебе, и что-то в этом роде. И вот тогда я, поняв хотя бы смысл всего этого, я создала на этой основе работу. И плюс описание, скажем так, описание ее служанки о том, что она развела огонь в какой-то емкости или в чугуне, и женщина стояла и наблюдала, то есть следила, видимо, контролировала, а Екатерина читала и кидала в огонь зерна. Теперь я хочу вам объяснить. Я поняла смысл этого всего, и я поняла технику всего того, что она делала. Мы даем огню откуп. Зерна, либо кусочки черного хлеба кидаем туда. То есть мы даем пищу огню, а взамен огонь выполняет наше желание. Есть такой очень древний, это восточная вообще традиция магии. Ну вот дошла до нее эта традиция магии. Огонь способен помочь человеку в той или иной ситуации и дать силу, дать энергию и убрать препятствия, но огонь требует жертву, то есть жертвенник огню. И она бросала туда зерна, читая и читая выступления вот эти слова. Итак, я так и назову заклинание Екатерины Медичи, потому что это заклинание. Заклинание о том, чтобы получить силу и власть над окружающими. Дорогие друзья, она делала это целенаправленно, чтобы захватить трон, чтобы иметь влияние над сыновьями, чтобы править, чтобы иметь влияние над своим зятем, который пытался 20 больше раз отравить Генриха Наварского. Ну и он тоже не отставал, они друг друга стоили. Чтобы иметь влияние над дочерью Маргаритой и так далее. То есть, и она добивалась этого влияния, как ни странно. Это маленькая, невзрачная, некрасивая, где-то даже уродливая, отталкивающая женщина добилась очень многого и осталась в истории, в отличие от красавицы Дианы, которая пыталась донести до короля и до ее свекра, то есть свекр был тогда королем, и дофина. То есть дофин, перевожу вам, это наследник престола. Она убрала своего девера для того, чтобы муж стал наследником престола. Она была всего лишь женой одного из принцев французских. Но потом она стала женой дофина, то есть наследника. Естественно, будущим королевой. И так далее. Это говорит о том, что вот ее заклинания, ее методы просить эти силы срабатывали. Почему бы с вами не поделиться? Этот ритуал подойдет, если у вас есть желание, скажем, властвовать в своей семье, если у вас есть желание властвовать на своей работе, если у вас есть желание властвовать в той сфере, где вы находитесь, если у вас очень много конкурентов, очень много врагов, и вам нужно с ними воевать без конца, и вам нужно это одолеть. Не злоупотребляйте этим ритуалом, он очень сильный, но время от времени проводите. Если у вас хоть малейшие лидерские качества есть, то этот ритуал вам очень поможет. Поможет даже слабому человеку, уж тем более лидеру. Для этого возьмите какую-нибудь горючую, какую-нибудь жидкость. Я вот, например, беру вот для дач, продают для дачников. В общем, вот эта вот смесь какая-то горючая. Зерна, либо куски черного хлеба, если вы не можете найти зерна. Зерно, овес, овес. Господи, что у меня усталость. Заплетается язык. Вот. Так горит огонь. Прекрасно. Читаем и кидаем зерна. Так, откупаемся от огня. То есть благодарим огонь, тем самым получаем силу огня. Жертвуем, а огонь нам помогает взамен. Это, еще раз говорю, это восточная больше методика. Вот так эти палки можно окропить и окунуть туда.
Я прочитаю, насколько хватит, да, это уже не имеет значения. А вы, читая, поддерживаете огонь и кидайте туда зерна, либо кусочки черного хлеба. Итак, я огонь, огонь во тьме. Как огонь тьму освещает, так я собой освещаю мир. Я есть огонь, жгучий огонь, всепоглощающий огонь. Сожгу врагов своих, испепелю, а сама останусь цела и невредима. Я есть сила и повелитель разумов ваших. Как к огню все тянутся за теплом, так ко мне все потянутся. Как огня боятся и сторонятся все живое, так и меня бойтесь и подчинитесь воле моей. Вот здесь идет ее заклятие. Игнис. Одале биткус меа. Остибус гоут. Левами. Игнис. Диаболос. Ми аугислио. Воe. Абстестор. Черный, дьявольский огонь, защити меня. Сожги моих врагов. Овладей их разумом, а меня возвись. Да будет так. Читать и жертвовать огню либо хлеб, либо овес, либо пшеницу. Читать желательно 6 раз, 13 раз. Проводите этот ритуал перед очень ответственным делом, чтобы это дело у вас получилось. Проведите как положено, и все у вас получится. Я благодарю Екатерину Медичи, ее душу, за то, что она донесла через столько веков такое сильное заклинание. И вы благодарите ее после. Потому что она была женщина сильная, ревнивая и где-то мстительная. Всем удачи!